Главные новости сегодняшнего дня. Команда Никиты Михалкова вновь укрепилась. В организацию вступили известный российский телеведущий и ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников, а также известный советский и российский певец Сергей Беликов. На данный момент в организации по борьбе с преступностью и коррупцией работают уже 62 сотрудника. В то же время команда Никиты Михалкова отказала от вступления в организацию известной российской актрисе Марии Мироновой без объяснения причины. Сегодня утром в Москве в аэропорту Шереметьево сотрудники команды Никиты Михалкова и представители Следственного комитета Российской Федерации арестовали бывшего мужа певицы Жанны Фриске, известного российского телеведущего Дмитрия Шепелева. Как стало известно, перед началом полета Дмитрий Шепелев отказался показывать содержимое багажа, что и вызвало большие подозрения у сотрудников полиции. Оказалось, что у мужа Жанны Фриске действительно было что скрывать. При более подробном осмотре багажа у Дмитрия Шепелева была обнаружена незарегистрированная крупная денежная сумма в валюте долларах и евро – около 10 миллионов. Также несколько загранпаспортов и незаконные документы о ведении коммерческой деятельности на территории России и ближнего зарубежья. Пока достоверно неизвестно, с какой целью Дмитрий Шепелев попытался вывести данные вещи с территории России. Ведется оперативная работа. Дмитрий Шепелев был доставлен в полицию. Команда Никиты Михалкова сделала очень приятный материальный подарок всем преподавателям, ветеранам ко Дню Учителя, который прошел 5 октября текущего года. В 25 городах Российской Федерации все учителя, преподаватели, которые на данный момент находятся на заслуженном отдыхе, получили материальное вознаграждение лично от антикоррупционного комитета в размере 100 тысяч рублей на человека. Глава организации Никита Сергеевич Михалков, у которого, кстати, вчера родился уже 12-й внук, отметил, что это самое начало плодотворной работы. Цитата. «Наша организация и в будущем будет стараться поддерживать представителей разных профессий, особенно в их профессиональный праздник. Особо важно в этом случае внимание ветеранам-пенсионерам, которые отдали всю свою жизнь почетной работе», отметил Никита Михалков. Серьезную травму получила супруга известного российского актера Антона Макарского во время путешествия в горах Кавказа. По данным прессы, супруга Антона Макарского, российская певица и музыкальный продюсер Виктория Макарская, упала с 4-метровой высоты и получила тяжелую травму позвоночника. На данный момент она была госпитализирована. В городе Саратове во время музыкальных гастролей известный российский композитор и певец Аркадий Укупник вместе с супругой и музыкальным директором попал в тяжелое ДТП с летальным исходом. Музыкальный директор Аркадия Укупника погиб на месте до приезда скорой помощи. Сам Аркадий Укупник и его супруга были госпитализированы в тяжелом состоянии. Существует версия, что служебный водитель Аркадия Укупника нарушил правила. В связи с этим и произошло трагическое ДТП. Большой траур в рядах антикоррупционного комитета и российского шоу-бизнеса. Накануне вечером в городе Воронеже на автобус, в котором находились музыканты группы Любэ, напали неизвестные преступники и обстреляли автобус из огнестрельного оружия. В автобусе помимо музыкантов из группы Любэ находился и второй состав известной группы под названием «Нана». Обе музыкальные группы ехали на концерт. Как сообщает полиция города Воронежа, нападение было совершено с целью ограбления, однако оно не обошлось без летального исхода. В результате нападения погибли 3 активных члена антикоррупционного комитета, музыканты группы Любэ. А именно 42-летний гитарист группы Любэ Николай Вересаев
50-летний барабанщик, бывший участник спецоперации Сергей Магадан и второй солист музыкальной группы Любэ, 37-летний Павел Краснов. Основной лидер музыкальной группы Любэ Николай Расторгуев также находился в автобусе во время нападения, однако по счастливой случайности он не пострадал. В результате слаженной оперативной работы полиции все преступники были задержаны по горячим следам. Стало известно, что нападение никак не связано с деятельностью антикоррупционного комитета. Это было обычное ограбление. Стало известно, что музыкантов группы Любэ, членов антикоррупционного комитета, специальным бортом доставят в Москву, где завтра состоятся похороны известных музыкантов. Российский эстрадный и оперный певец Николай Викторович Басков, который в свои 47 лет до сих пор остается завидным холостяком, сделал предложение руки и сердца победительнице конкурса «Мисс Россия 2024», 18-летней уроженке Чувашии Веронике Алексеевой. По словам Николая Викторовича, чувства вспыхнули внезапно, и он готов строить семейную жизнь с победительницей конкурса. Однако сама победительница конкурса «Мисс Россия 2024» Вероника Алексеева пока не дала окончательного ответа. По словам девушки, ее немного смущает разница в возрасте, а также в этом вопросе очень важно мнение родителей. Дочь легендарного советского актера Александра Абдулова Евгению Абдулову отчислили с бюджетного отделения первого курса режиссерского факультета в ГИКа. Чрезвычайная ситуация заключается в том факте, что заведующим факультета является близкий друг Александра Абдулова, актер Александр Михайлов, который никак не комментировал сложившуюся ситуацию. У известного советского и российского композитора Игоря Крутого во время срочной медицинской операции сегодня ночью в институте Склифосовского остановилось сердце. На данный момент Игорь Яковлевич подключен к аппаратам ИВЛ. У известного композитора начались судороги и проблемы с дыхательными путями. Отметим, что поводом для срочной медицинской операции для Игоря Крутого стало недавнее нападение на известного композитора, которое произошло 2 дня назад во время поминок известного эстрадного исполнителя Вячеслава Добрынина. Нападение на Игоря Крутого произошло в московском ресторане «Последняя встреча». По данным полиции, в покушении и нападении на Игоря Крутого виновны криминальные структуры. К слову сказать, что во время поминок о Вячеславе Добрынине в ресторане находилась и мать Игоря Крутого, которая трагически погибла во время нападения. Сам Игорь Яковлевич Крутой по понятным причинам до сих пор не знает о страшной семейной драме. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.